Всем привет, с вами Элис Юрик. И сегодня у нас на очереди тот персонаж, который я и не думал делать. Впрочем, моя жизнь меня куда угодно может занести. Да, и мой народ в последнее время начал спрашивать за Сторми. Окей, соглашусь. Нужно сделать всех ведьм и завершить мини-серию по Трикс. Но перед началом хотелось сказать всем вам большое спасибо за вашу активность. И благодаря ей продолжил снимать и видео, и процесс крафта на парике. Поэтому, если вы будете лайкать, делиться моими роликами, включая этот, и комментировать, то, поверьте, вы этим зарядите меня на новые ролики. Могу сказать, что я зря сделал столько деталей, особенно мелких. Больших частей достаточно, чтобы создать объем для парика Сторми. Конечно, данная конструкция отличается от предыдущих, и тут я многое не предугадал. В тот раз я не показал, как с помощью паяльника я рисую линии волос на деталях. Да, как помню, это моя не самая любимая часть работы, а учесть, сколько деталей я сделал на этот парик, это жесть. Время укладки. Все делается с помощью строительного фена. И нет, обычный фен для волос вам не поможет в работе с Евой или в моем случае с полиэтиленом акустиком. Даже деталь с проволокой куда больше. На сей раз их 8. Своего рода я создаю каркас, поверх которого я буду украшать остальными деталями. Использую клей 88, он моментально все склеивает. И теперь эти детали можно спокойно гнуть в разные стороны. Вырезаю детали с тонкой Евы в толщину 2 мм и прохожусь паяльником. Часть их пойдет на украшение самих прядей из полиэтилена, а другая будет отдельно клеиться к самому парику. Те пряди, что будут крепиться к парику, прожигаю с двух сторон. Теперь маскируем проволоку с помощью деталей из тонкой Евы и таким образом украшаем ее. В ролике про музу я показывал, как создать затылок. Да, еще у меня появились питомцы. Их я уже больше месяца кормлю. Выкройку создаю из обычной бумаги. Вырезаю деталь и делю ее на части, так как она достаточно изогнутая. Вырезаю детали из полиэтилена и начинаю склеивать их. Срезаю лишнее, прохожусь феном, чтобы сгладить грубые швы. Хотел сказать, что я был в шоке, что многим понравились парики. Многие меня приняли как за 3D-модель. По правде, все реально, вы сами в этом убедились. Что еще могу добавить? Я беру заказ на подобные парики. Это если вдруг вы реально на такое решитесь. Если что, вы можете мне про это писать в директ Инстаграма. Но говорю сразу, что габаритные конструкции будут очень тяжелые для носки. Например, парик для Дарси из Стелла очень тяжелые, хотя там я делал не всю длину. Поэтому в каких-то случаях лучше, конечно, использовать обычные парики. Ладно, мы отошли от темы, возвращаемся к Сторми. В покраске со Сторми, как и с другими персонажами, есть своя особенность. Данный материал хорошо впитывает акрил. А значит, краска будет не такой яркой. Поэтому я всегда делаю подготовительный слой, чтобы второй слой лег куда ярче. Для музы эта процедура была не нужна, но для феи я красил белым акрилом. Тут я смешивал темные цвета. На задней стороне парика делаем шнуровку. Проходимся перламутровой краской для создания объема. И последнее, это у нас глиттер с клеем ПВА. И к слову, чтобы быстрее все сделать, лучше сыпать несколько деталей, а не одну. А когда все высохло, клеим мелкие детали к большим. И таким образом парик будет выглядеть куда детальнее. Процесс крепления деталей на шлем был долгим, но не скажу, что тяжело. Вся заслуга клея 88, который быстро все склеивает. Но да, я поломал себе голову именно тем, как создать именно ту форму, которая у Сторми. Не помню, но, наверное, на весь этот процесс я потратил 4 или 6 часов. И вот наш парик готов, и, честно, я доволен результатом. И теперь можно приступать к процессу макияжа. И да, у меня теперь есть челка, думаю, понятно, под кого я ее делал. Поэтому я буду сидеть за колочками. Не спрашивайте, зачем, я давно уже решался сделать себе челку. Напоминаю, в своем инстаграме буду рад, если вы придете ко мне и туда подпишитесь. Там, кстати говоря, есть новый контент, фоточки, так что заходите и оценивайте. Хотел сообщить еще об одной новости в самом начале, чтобы у народа не возникло вопросов.
По правде, мне сложно совмещать такие макияжи крафт плюс монтаж видео. Это долгий процесс. Но и бросать я этого тоже не хочу, как это было в 2020 году. Я решил чередовать контент, макияж и разговорное видео. Поэтому ждите от меня кое-что нового на канале. Думаю, таким образом я точно не устану. Я сам не знаю почему, но я все еще не отошел от конкурса Face Awards от Никса за 2019 год. Кто не в теме, поясню. Есть такой конкурс для визажистов. И там я принимал участие 3 раза. 3 раза доходил до финала. На канале есть видео на данные макияжи. Там я даже себе ноги красил. Так вот, походу 2019 стал моим пиком, как по моим возможностям, так и по здоровью. Про весь ужас я не хочу говорить. Представьте, что вы сидите на одном месте и рисуете на себе 19 часов без перерывов и сна. Представили? У меня от этого до сих пор паника и просто дикая паника. К сожалению, подобные макияжи, как Stormy, для меня тоже тяжело даются. Как говорил, ударило по здоровью. Поэтому сейчас я себя и берегу, и строю себе нормальный режим, а не истязаю себя до потери сознания. Да, и разнообразие деятельности полезно тем, что вы не устаете от чего-либо. Так что думаю, что это пойдет мне на пользу, а люди поймут, почему я придерживаюсь именно таких правил. Сейчас я думаю о себе в первую очередь и о своих потребностях. И если мне стоит сделать передышку, уж поверьте, я ее сделаю. Ну так что, время рассказать о Stormy. Она, пожалуй, не тот персонаж, о котором я могу долго говорить. Для тех, кто не в теме. Stormy одна из ведьм Трикс. Владеет магией молнии, шторма и тому подобной стихии. По характеру для меня она самая нетерпеливая. Эмоции через край, но, пожалуй, она самая забавная из всех ведьм. Но душу она мне не греет. Я боялся, что толком не смогу показать ее характер, но, как говорю, персонаж полная мне противоположность. Но, несмотря на это, мне нравится то, как я смог ее отыграть. Но все же я не претендую на Stormy. Если так говорить кратко, Дарси моя самая любимая ведьма, как по внешности, так и по характеру. Айси, к сожалению, мне нравится лишь только внешне. Характером она мне почему-то не симпатизирует. И на этой ноте я вас оставлю пока что одних. А вот тут, честно, уже какой-то Menace Returns происходит с моими-то зелеными линзами и с таким цветом теней. Прям реально Алиса. Для Stormy я решила сделать чуть-чуть побольше губы. Боже, я прям вспоминаю свой 2018, когда рисовал себе подобные губы. Боже, зачем я это делала вообще? Вот и вся Stormy готова, как и все Трикс. Если вам было интересно смотреть, комментируйте, ставьте лайки, вступайте в паблик ВК и фотопаблик. К слову, я же фотограф по косплею, так что тоже имейте в виду. Вступайте в мой инстаграм. Все ссылки на мои соцсети будут в описании. И помните, что я принимаю заказы на подобные парики. И также я немного отдохну от макияжей, но не оставлю вас одних. А с вами была Элис Юрик. До новых встреч.